Привет. Меня зовут Энтони Уитакер, я психиатр. Поверьте, за свою карьеру я много чего повидал, но история Кэти, она до сих пор не дает мне покоя. И я до сих пор жалею о том, что сделал. Это случилось несколько лет назад. Кэти нашли в лесу, дрожащую, босую, в рваной одежде, с безумным взглядом. Губы ее шевелились, но звук был едва слышен. Разборчиво было только одно слово «прятки». Она все время говорила о каком-то доме, тенях и о том, как они забрали всех, кроме нее. Выяснилось, Кэти с друзьями компании подростков решили развлечься и отправились в заброшенный дом, о котором ходили жуткие слухи. Когда-то там жила семья, все члены которой погибли при загадочных обстоятельствах. Говорили, что души умерших так и не покинули этот дом. Подростки не поверили рассказам, решили проверить. Вошли в дом, включили фонарики и начали играть в прятки. Сначала все было как обычно, смех, шутки, азарт, но вскоре начали происходить странные вещи. Сквозняки в комнатах без окон. Шаги на втором этаже, хотя там никого не было. Фонарики, мигающие и вдруг гаснущие один за другим, оставляя их в полумраке. А потом начался шепот. Тихий, липкий, называющий их имена. А потом они начали исчезать. Один за другим. Ни криков, ни следов. Только пустые, неподвижные комнаты. Последнее, что помнила Кэти, крик ее лучшей подруги, Зои. А потом тишина. Густая, зловещая тишина. Она спряталась в старом скрипучем шкафу, вжавшись в угол, затаив дыхание. Что-то холодное, как ледяной ветер, коснулось ее щеки. И тогда она поняла, кто-то стоит за дверцей шкафа. Кто-то дышит, кто-то ждет. Официальная версия обрушения старой постройки. Детей нашли под завалами. Их лица застыли в ужасе. Но Кэти настаивала, это была не просто игра. Дух дома выбрал их для своей забавы. Я долго пытался ее лечить. Гипноз, лекарства, бесконечные сеансы. Но она жила в своем кошмаре. Тогда у меня появилась отчаянная идея, если она вернется в дом и увидит, что там ничего нет, ее страх развеется. Мы поехали туда втроем, я, Кэти и санитар по имени Джо. В доме стояла мертвая тишина, словно сам воздух внутри застыл в прошлом. Я чувствовал, как стены поглощают нас, как что-то незримое наблюдает. Кэти дрожала. Ее дыхание сбивалось. Мы начали осмотр. Все было так, как она описывала: разбитые окна, лестница, комната, где исчезла Зоя. Чем дальше мы шли, тем темнее становилось. Казалось, что темнота наступила раньше времени. А потом погас свет. Джо выругался, доставая фонарик, но руки его тряслись. Я услышал шепот. Близко, очень близко. Кэти замерла, ее глаза были безумными, губы беззвучно шевелились, а потом она закричала и побежала вверх по лестнице, туда, где пряталась в тот день. Я бросился за ней. Ее рыдания эхом разносились по пустому дому. На втором этаже было еще темнее. Вдоль стен стояли старые шкафы. На полу валялись тряпки и обломки мебели. Но самое тревожное, шепот стал громче. Кэти вбежала в комнату и захлопнула двери. Я колотил по ней кулаком, крича ее имя. В ответ только шепот. Теперь он звучал прямо за моей спиной. Джо плечом выбил дверь. Внутри пусто. Одна комната, один старый покосившийся шкаф в углу. Я медленно подошел, не дыша. Моя рука коснулась холодной дверцы. Скрип, а внутри темная пустота. Мы обыскали весь дом. Ни следа Кэти, никакого выхода. Как будто ее просто забрали. Джо был бледен, он настаивал, чтобы мы уехали. В его глазах я видел страх. Мы вызвали полицию. Они искали неделю безрезультатно. А потом началось. Я стал слышать шепот. Ночью. В пустых коридорах клиники. В своем доме. Он зовет меня. Произносит мое имя. И я знаю, это Кэти. Она все еще играет в прятки. И однажды я найду ее. Или она найдет меня.